Богатый космонавт. Если ты просто бредешь домой после работы, перебирая в голове унылые мысли о коварных умельцах, которые заставляют взять кредит, ремонте и начальнике, который опять намекал на сверхурочные, тебя редко кто замечает. Человек ходит под камерами уличного наблюдения, но они редко замечают истории, не связанные с борьбой землян и землянами. Такими они и были сегодня, когда им срочно требовалось поработать на незнакомых землянам представителей других цивилизаций. Обнаружить инопланетян пытаются военные и университеты всех стран. Но сейчас таинственный звездный управитель камер делал все, чтобы даже автоматика не заметила ничего сверхъестественного, ни его шагов, ни следов. Андрей Соколов был человеком, описание жизни которого не отличалось сложностью. Самый инженер в бюро, без надежды на повышение и возможности открыть собственное дело. Его дни текли размеренно и предсказуемо, от понедельника к пятнице, от аванса к получке, от одного просроченного дедлайна к другому. В свои 32 он все еще снимал однушку на окраине, ездил на древние девятки и питался по акциям в сетевых супермаркетах. Жениться, как правило, мечтают люди не с его доходами, и он не был исключением. В тот вечер он задержался на работе дольше обычного, начальник все-таки уговорил его доделать проект, а потом оказалось, что был сбой системы и проект уже готов, так что премию ему не дадут. Когда Андрей вышел на улицу, уже стемнело. Моросил мелкий дождь, и крупные размытые желтые ореолы окружали фонари так объемно, будто хотели согреть редких путников, хотя бы став для этого огромными. Следующее, что он помнил, это пробуждение в удивительно комфортной постели. Комната вокруг была наполнена мягким перламутровым светом, исходящим, казалось, от самих стен. Все вокруг выглядело одновременно роскошным и чужим: текучие линии мебели, странные материалы, непривычные пропорции. К его кровати приблизилось существо, похожее на высокого человека с серебристой кожей. Нет, это была не кожа, а комбинезон, и не существо, а приятная дама. Она улыбнулась, совершенно по-человечески, и произнесла на чистом русском языке: «С возвращением домой, Энарий! Мы так долго искали тебя!» Андрей хотел возразить, сказать, что произошла ошибка, но обнаружил, что прекрасно понимает язык, на котором говорила незнакомка, но это не один из земных языков, и вовсе не русский. Более того, какая-то часть его сознания воспринимала происходящее как нечто совершенно естественное. Или сбылось что-то, о чем он мечтал во сне. В последующие часы или дни, время здесь текло иначе, Андрей ждал, когда он проснется по-настоящему дома, а красивая женщина перед глазами рассеется, уступив место испорченному будильнику. Или что богатая дама станет частью кровавой истории, где он окажется виноватым в ее тайных грехах. Но дамы и слуги заботились о нем и твердили, что он был Энарием Тарлеоном, наследником одного из богатых домов планеты Эрил, космонавтом, владельцем кораблей, университетов. Полгода назад он пропал при загадочных обстоятельствах во время эксперимента с межпространственным перемещением. И вот теперь его наконец нашли на маленькой планете, затерянной в дальнем секторе галактики. Андрей помнил свою земную жизнь во всех подробностях: детство в типовой пятиэтажке, школу, институт, первую работу. Воспоминания были неисчерпаемыми и удивительно подробными. И ему очень не нравилось, что он совершенно не помнит свою жизнь Энария. Это его даже сердило. Он был готов рычать на тех, кто твердил, что он межгалактический космонавт, но в конце концов решил поддаться уговорам приятных людей, навязывающих ему достаток и фантастические возможности. Здесь, на Эриле, все было таким правильным, таким уместным. Его покои занимали целый этаж в величественном здании, парящем над изумрудным океаном. В его распоряжении были летающие экипажи, роботы-помощники и состояние, которого хватило бы на покупку небольшой планеты. Если хотите больше знать о жизни среди звезд, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите авторов монеткой, и вы получите доброе отношение инопланетян созвездия Орион. Расскажите друзьям о канале, пусть тоже узнают горячие новости о жизни инопланетных богачей. К нему пришла невеста, прекрасная Лирана, похожая на земную девушку, обожающая серебристые оттенки одежды, с удивительными фиолетовыми глазами. Она плакала от счастья, обнимала его и говорила, как долго ждала его возвращения.
Его сестра Мела, хрупкая и грациозная, принесла старинные голограммы их детства. Она осведомлялась о его здоровье и клялась, что он именно ее пропавший брат, а не кто-то другой. Никто из домашних не требовал от него доказательств, что он действительно Энарий. Никто не удивлялся, что он помнит только свою земную жизнь, видимо, это было обычным последствием длительного пребывания в другом мире. Ему дали время освоиться, окружили заботой и любовью. Даже на земле он считался бы законным носителем другого имени, если бы он потерял память, но невеста и сестра признали бы его. Постепенно Андрей начал привыкать к новой жизни. Он изучал местные обычаи, технологии, историю своей семьи. Все давалось ему удивительно легко. И он начинал верить, что действительно когда-то это знал. Даже управление летающим экипажем оказалось проще, чем вождение старенькой девятки. Его прежняя жизнь начала казаться далеким сном. Здесь не было необходимости экономить, подстраиваться под чужие прихоти, волноваться о завтрашнем дне. Энарий Тарлион был уважаемым человеком, существом, и мог позволить себе любые прихоти. Лирана оказалась удивительной собеседницей. Он побаивался, что женщина окажется слишком ревнивой или крикливой, но быстро убедился, что с ней было легко и интересно. Когда она сама предложила не откладывать свадьбу, Андрей согласился почти без колебаний. В конце концов, разве не о такой жизни он мечтал? Каждый день приносил открытия и удовольствия. Он научился ценить местную кухню, полюбил парить над океаном на личном флайере, привык к почтительному отношению слуг и деловых партнеров. Иногда по ночам его мучили смутные сомнения. Он пытался вспомнить что-то важное об Энарии, но память упрямо подсовывала только земные воспоминания. Впрочем, утром эти мысли растворялись в круговороте приятных забот, и Андрей все больше убеждался, что это и есть его настоящая жизнь. За 2 дня до свадьбы он сидел в своем кабинете, просматривая деловые документы. Работа с ними оказалась на удивление простой, словно он всю жизнь только этим и занимался, особенно когда понимал, что от него мало что требуется. Последние сомнения таяли. Он, жертва неудачного эксперимента, был дома, а невесте и сестре мог доверять полностью. Дни летели незаметно. Андрей погрузился в управление огромной корпорацией. Узнал, что она досталась ему Энарию в наследство от родственников, которые не любили его сестру. Разбираясь в документах, понял, что это было только потому, что сестра не решалась проводить незаконные и подлые сделки. Благотворительные фонды, основанные прежним Энарием, существовали только на бумаге, деньги часто принадлежали мошенникам и уходили в офшоры. Перспективные стартапы молодых ученых были разорены после того, как Энарий получал доступ к их документам, а открытия патентовались только на его фирмы. Особенно его поразила история небольшой компании, разрабатывавшей лекарства от редкой болезни. Энарий инвестировал в нее крупную сумму, а потом искусственно обрушил акции, купил контрольный пакет за бесценок и закрыл проект. Тысячи больных остались без надежды на исцеление. Если хотите больше знать о том, что происходит на других планетах, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите авторов монеткой, и вы получите доброе отношение инопланетян созвездия Сириус. Расскажите друзьям о канале, пусть тоже узнают горячие новости о жизни около других звезд. Андрей начал потихоньку исправлять ситуацию. Он восстановил финансирование медицинских исследований, дал хорошую желденность уволенным ученым. Мела активно помогала ему, показывая удивительное знание всех тонкостей бизнеса. А Лирана, в ней он тоже нашел не только прекрасную невесту, но и умного советника. Однажды он случайно наткнулся на старые записи систем наблюдения. На них Энарий грубо отчитывал сестру, угрожал ей. «Ты никто. Я могу лишить тебя всего. Думаешь, кто-то поверит твоим обвинениям?» А в другом файле он увидел, как Энарий унижает Лирану перед советом директоров, насмехается над ее идеями, хотя они были блестящими. Сотрудники корпорации поначалу боялись его. Андрей замечал, как люди замолкают при его появлении, как отводят глаза. Но постепенно атмосфера менялась. Он внимательно выслушивал все предложения, поощрял инициативу, справедливо оценивал работу каждого. «Вы так изменились после того эксперимента», — сказала ему как-то пожилая секретарша. «Раньше мы все дрожали, когда вы вызывали к себе, а теперь приятно работать». Он улыбнулся в ответ, не зная, что ответить.
Корпорация постепенно менялась. Теперь в совете директоров звучали разные голоса, в том числе голос Лираны. Ее проекты по развитию экологически чистых технологий получили зеленый свет. Мела возглавила новый благотворительный фонд, который реально помогал людям. А потом он случайно подслушал тот разговор. Андрей слишком рано вернулся из офиса, когда услышал приглушенные голоса из комнаты Мели. Он не собирался следить, но что-то в интонациях сестры заставило его остановиться. «Все идет идеально», — говорила Мела. «Он такой, добрый, совсем не похож на настоящего Энария. И главное, ни о чем не догадывается». Я почти жалею, что придется его обманывать. Это был голос Лираны. Он действительно хороший. Но у нас не было выбора. Твой брат окончательно свихнулся, прогнал тебя, угрожал убить. А со мной? Ты же знаешь, что он украл у меня все и хотел продать в рабство в отсталые миры. Поэтому и согласился слетать тупо на переговоры. Тише, в голосе Мелы появилась сталь. Теперь это не важно. Энарий исчез во время неизвестного эксперимента. Мы потратили годы на поиски двойника, который мог бы его заменить. Этот землянин идеально подходит. Даже генетический код почти совпадает. Но если он узнает? Не узнает. Мы уничтожили все записи о настоящем Энарии. А этот, он счастлив здесь. Он получил все, о чем мог мечтать. Разве мы делаем ему плохо? Андрей медленно отступил от двери. В голове шумело. Значит, он не Энарий. Его просто нашли и привезли сюда, чтобы заменить пропавшего владельца корпорации. Первым порывом было немедленно раскрыть обман, но что-то его остановило. Он вернулся в свой кабинет и провел несколько часов, просматривая старые файлы, которые раньше казались ему неинтересными. Теперь, когда он знал правду, картина прошлого начала проясняться. В деловой переписке, в финансовых документах, в случайных упоминаниях вырисовывался портрет настоящего Энария. Это был жестокий, эгоистичный человек. Он разорял конкурентов, предавал партнеров, издевался над подчиненными. Он действительно уничтожал и грабил сестру. А Лирана? Андрей нашел зашифрованную переписку, из которой стало ясно, что Энарий просто использовал ее. А потом нашел способ не платить за работу. Утро застало его сидящим в кресле. За окном занимался рассвет, окрашивая изумрудный океан в розовые тона. Андрей смотрел на этот чужой, но уже ставший родным мир и думал. Да, его обманули. Но разве он сам не обманывал себя все эти недели, притворяясь, что он – это не он? Разве не знал где-то в глубине души, что все слишком идеально, слишком гладко? И главное, разве он не понимал, что эти женщины действительно нуждаются в помощи? Он вспомнил свою земную жизнь. Типовая квартира, кредит, бесконечные споры с начальством. Но там он был никому не нужен. Здесь же у него есть возможность сделать что-то действительно важное. Защитить тех, кто нуждается в защите. Использовать богатство и влияние не для разрушения, а для созидания. Он построил новую жизнь, не только для себя, но и для тех, кто в этом нуждался. Он любит этих женщин и позаботится о них. Иногда по ночам он вспоминал землю, свою старую квартиру коллег. Но теперь эти воспоминания не вызывали тоски. Они были частью его пути, который привел его туда, где он действительно должен быть. В конце концов, может быть, именно в этом и заключается смысл жизни, не в том, кем ты родился, а в том, кем ты решил стать. И если у тебя есть шанс сделать мир лучше, неважно, свой или чужой, нужно этот шанс использовать. А что случилось с настоящим Энарием? Говорят, его видели на маленькой планете в далеком секторе галактики. Он живет в типовой квартире, ездит на старой машине и работает в проектном бюро. Ему никогда не достанется наследство и повышение. У него очень строгий начальник. И, возможно, именно такая жизнь сделает его лучше. Если хотите больше знать о том, как сдержать опасности будущего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите авторов монеткой, и вы получите укрепление ауры и плюсы к карме. Расскажите друзьям о нас, пусть тоже узнают горячие новости о будущем.